сейчас уже будем одеваться, собираться, идти искать либо автобусную остановку, либо пойдем пешком. Хотим увидеть город будущего. Ну, море некрасивое здесь, да, такое? Лавузановку мы здесь. Это точно. Территория очень огромная, множество этих бассейнов, множество зданий. Очень такое красивое, интересное и необычное место. Цыплятки вылупливаются из яичек здесь. Сейчас выплюнут. Хочешь, чтобы я оглохла? Здесь зал космоса. Алиса начала плакать, потому что ей руку передавила. Говорит, отпустите, спасите. Это удары сердца или это давление? Целый день балдеем. Покажем вам день на круизном лайнере, как он проходит. Сегодня везде очень много людей, потому что все на лайнере. Со вчерашнего дня очень сильно укачивает, сейчас прямо вода из бассейна выливается. Меня аж шатает. А я взяла себе торт Алиска. Мы прочитали название Мама. тортика, да. Я прочитала, говорю, торт Алиска. Аляска. Оказывается, была Аляска, но я со своим зрением. Доброе утро. После тяжелого шторма, сильного ночного, мы уже в порту. Мы в Ливорно и мы в Италии. Пока мы завтракали в ресторане, такой дождь пошел, небо затянуло, все мокро. Там в городе тучи, а с другой стороны лайнера прям гроза. И да, я посмотрела в своем телефоне, типа такая как погода, гроза, и дождь будет весь день. Весь день в Ливорно будет дождяра. Ни одного просвета солнышка. Это ужасно. Мы оделись сегодня потеплее, возьмем внизу дождевики на лайнере и будем гулять под дождем, как мы когда-то делали в Сплите в Хорватии. Если вы думали, что выйти с лайнера занимает 5 минут, вы ошиблись. Чтобы выйти из порта, есть два варианта. Платный шаттл-бас за 10 евро с человека, со взрослого и 8 с ребенка. И бесплатный путь, как выходим мы, и он нас вывозит из порта и там оставляет. Дальше мы сами добираемся пешком или общественным транспортом. Подобная проблема только в больших городах. На островах все иначе. Там можно спокойно покинуть лайнер без шаттл-баса. Короче, мы в этом шаттле, в шаттл-басе уже больше часа. Он не едет, потому что полиция перекрыла выезд из порта, никого не выпускают, ни автобусы, ни такси, ни людей, пешеходов, потому что там идут протесты, манифесты Палестины, и, боятся терактов. И вот сколько мы будем еще так, никто не знает. Может час, может два. Но хотим выйти в город реально, и это капец. У нас с этим Ливорно с самого утра что-то пошло не так, начиная с грозы, со шторма и с того, что нам на ресепшене не хватило дождевиков. Ура! Мы наконец-то едем. Народ довольный, тут визжал, кричал в этом автобусе. Многие в этот день решают поехать во Флоренцию, но я была там несколько раз, и мы хотим увидеть Ливорно, в котором мы впервые. Осмотр города мы начнем с венецианского квартала, в который мы сейчас идем. Квартал, который напоминает Венецию. Там будут каналы, можно на лодочках покататься, кафешки, ресторанчики. Мы идем вдоль канала. Конечно, пока до Венеции этому месту далеко, но его назвали Новая Венеция, потому что во многих городах пытаются построить аналоги этого итальянского места. Сегодня с самого утра очень сильный ветер, и он такой прям пронизывающий, что хочется накинуть какую-то ветровку. Красиво, спокойно, тихий город, если не считать утренних манифестов. Пока гуляем. Мне очень нравится, как звучит орган в соборах, но сейчас я приглашаю вас со мной послушать саксофониста.
Ливорно – важный портовый город Тосканы, известный своей историей, кухней и живописными набережными. И во время Второй мировой войны город серьезно пострадал от бомбежек, а его исторический центр до сих пор хранит следы разрушений. Мама, какая у тебя фамилия была? Здрасте. Утром писала, что весь день будет ливень и гроза, но пока что немного получше разведнелось. Мы дошли до такого мостика, здесь вход в фортецу Нуово. Идем по подземелью. Входа платного мы не нашли, просто зашли, идем пока по территории этой крепости. Людей мало, утро, хотя не знаю, куда они все разбежались. Дело в том, что, сейчас расскажу мою мысль. Дело в том, что многие, кто попадают в Ливорно, они хотят увидеть Рим. До Рима отсюда 80 километров, и они садятся на автобусы, на поезда, едут в Рим, но ехать часа полтора, и я просто не вижу смысла. Я считаю, что в Рим нужно приезжать отдельно на несколько дней, чтобы увидеть его весь. Поэтому мы предпочли остаться сегодня в Ливорно и посмотреть именно этот город и окрестности. Прямо из крепости мы вышли в какой-то парк, сейчас посмотрим, что там. Сосен много. Да, много итальянских сосен, цветы. Мама, а если я найду вот такую закрытую сыску, можно взять? Можно. Ветер усилился, а в такой погоде иногда есть свои плюсы, меньше туристов в городе. Мы сейчас находимся на острове, и чтобы отсюда выйти, нужно перейти по одному из мостов. Ливорно был основан в 1017 году как прибрежная крепость для защиты Пизы, одной из 4 морских республик Италии. Город является центром итальянского кораблестроения. Узенькими старыми улочками старого города мы из квартала Венеция выйдем на набережную. Ливорно славится блюдами из свежих морепродуктов, а самое популярное – качукка. Это рыбное рагу с травами и помидорами, которое подается на чесночном тосте. Мы зашли куда-то в рыночные торговые ряды. Капец. Выходим с базара, немножко заблудились. Город имеет благоприятный климат с мягкими зимами и приятными летними температурами, которые редко поднимаются слишком высоко благодаря морскому бризу. Дождь! Усиливается дождь! Быстрее пошли! Мама, можешь меня снять? Да, побежали! Какой... Быстро, быстро, быстро! Под крышу идем. Зайди под крышу, Тая. Ждем, пережидаем, потому что очень сильно течет. Очень. Пытаемся переждать этот дождь, он урывками то есть, то нет. Алиса там спряталась, сидит. Сиди уже. Погода прямо осенняя. Здесь уже прям осень такая глубокая. Да? My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. Здесь в Ливорно есть аквариум, но мы туда не идем. Он небольшой, вот цены. 16 евро взрослый и ребенок 10, что ли, да? Залило все дождем, а нам вон туда. Проходи, Алиса, поверху. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Набережная называется терраса Маскани, и это такой
такое место, куда приходят погулять не только туристы, но и местные жители, чтобы полюбоваться красотой моря. Сильный ветер и чайки. Терраса Масканьи – живописная набережная, названная в честь композитора Пьетро Масканьи. Ее построили в 1911 году, и отсюда открываются красивые виды на море и порт. Пол террасы украшен черно-белым шахматным узором. Если идти пешком из круизного порта, именно от лайнера, то это примерно 2 километра. Чайка съела голубь, да? Да. Класс! Мы сегодня целый день гуляем по городу. Мне Ливорно понравился. Он такой тихий, спокойный, нет толп туристов. Может, не надо туда лезть? Алис, ты сейчас упадешь. Пойдем. Самый уставший человек. Не может идти больше, да? Памятник 4 маврам – это символ города, символ Ливорно. Сейчас мы уже потихонечку двигаемся в сторону порта, в сторону нашего круизного лайнера и осматриваем те достопримечательности, которые встречаются нам по пути, потому что дети устали, уже хотят есть. Возвращаемся мы. Проходим через Рыбацкую гавань к еще одной крепости. Очень жарко. Выглянуло солнышко. После такого дня, после дождей, после грозы. Здесь на этих столах разделывают рыбу и продают утренний улов с этих лодок. Это крепость Векья, и хотим в нее зайти. Вход на территорию бесплатный, и там можно подняться на башню Матильды. Старая крепость Векья была построена в 16 веке как оборонительный форт для защиты порта от пиратов. Здесь вход в крепость, и по этой дорожке можно сразу зайти в круизный порт и попасть на наш лайнер. Мы думали, что крепость закрыта, но мама все равно ушла в нее вход. Да, я очень довольна, потому что она не хочет подниматься на башню Матильды. А я хочу. Башня была названа в честь графини Матильды, которая, согласно летописям, в 1103 году приписала свой замок к кафедральному собору Ливорно. С вершины башни открывается хороший вид на весь порт. Столько радости, потому что закрыта башня. Я хочу внутрь пробраться. Они радуются, скажи. Одна я не устаю и хочу везде идти. Они идут и ноют целый день, что они устали. Я говорю, здесь есть проход. Идем, поднимемся на крепость, на стену. Ух ты. Мы поднялись на смотровую стену, Алиса. Посмотри, как внизу красиво. Вы с таким воодушевлением идете, что аж страшно смотреть. Ресторанчик внизу. Отсюда видно наш круизный лайнер. По этой крепостной стене можно обойти всю крепость по кругу, по периметру. Идем. Вообще не хотят ходить. Такие ленивые. Только в телефонах могут сидеть. Это такое вот поколение растет, да? Наташа там села и сидит. Думает, да ну вас куда идти с вами на стены крепостные. Что? Я не слышу. Ножки болят. Идут и поют песенку. Алиса. И что? А на дискотеку вечером идти не болят ножки?
не болят. А сейчас что болят? Почему мы ходим? На шаттлбасе возвращаемся на лайнер. Мы вернулись с города, такие голодные. Побежали бегом в ресторан. Сейчас Алиса поест полезного и пойдем все-таки в бассейн полежим. Погода наладилась. Понятие о полезной еде у нас с Алисой разное какое-то. Он невкусный. Суп невкусный? Да ладно. Он грибной с овощами. А еще мама немного оговорилась, и мы весь день говорили немного неправильно. В Рим все будут ехать завтра, а сегодня... Из Чивитавекии, да. А я чего-то целый день думала про Рим, имея в виду Флоренцию. Сегодня многие уехали во Флоренцию, и поэтому... Мы сейчас там, а не Да. в Риме, как мы говорили. Сегодня вот так много столов в ресторане свободных. Это я вчера взяла 2 мороженых, а сейчас я заказала одно, но он мне сразу принес сразу 2. Официант запомнил, нет, она заказала одно мороженое, а официант запомнил, что Тая вчера заказывала 2, и сегодня тоже принес 2. Мы сегодня с Наташей пробуем равиоли, ассорти из равиоли с морепродуктами и овощами. Такой соус вкусный. Будешь у меня пробовать, Алис? Ну, бери супчик тогда. Алиса сегодня зла. Ризотто с морепродуктами, а у нас с Наташей форель с картошечкой, с тыквой и с чем-то еще. Мы идем отдыхать, всем желаем тихой ночи, а завтра у нас последний день в этом круизе, и мы проведем его в Чивитавекии.